Всем привет, друзья! Сегодня мы будем лепить Китану из Mortal Kombat. Начинаем, конечно, с головы. Почему, конечно? Ну, на самом деле можно лепить из тела. Но я наивно полагал, что голова будет самой сложной частью. И решил, что начну я с нее. Но по итогу оказалось совсем не так. Дальше я столкнулся с элементами, казалось бы, простыми, но по факту пришлось с ними повозиться. Например, веер, конструкцию которого я не продумал изначально. Думал, это будет несложно, но оказалось не так все просто. Вообще могу сказать, что я ничего не продумал изначально. Я начинал лепить просто Китану. Кроме того, что ее зовут Китановна, и она будет по пояс, я ничего не знал. Итак, голову и вообще все остальное, в первую очередь голову, я леплю в своем стиле. Возможно, кто лепит профессионально, это способ покажется необычным или неправильным, не знаю. Но могу сказать, особенно для тех, кто не умеет лепить, что я ничему не учился. Не смотрел никаких видео, просто потому что когда я начинал лепить, не было никаких видео, ютуба, ничего такого, поэтому лепил сам как мог, постепенно развивался. Поэтому вот как-то так со временем настроил свои руки. Можно сделать, конечно, еще более тонкие настроечки их, научиться лепить по-разному в разных стилях, ну почему нет. Ну вот такая у нас выходит голова. После разметки пропорций головы, расположения глаз и носа я добавил скулы, верхнюю, нижнюю челюсти, как бы губы, вот что-то вроде губ. Переносицу сделал, не нос, переносицу, как у черепа, в общем, вылепливаем. Впадины для глаз, вот я сейчас сделал. Туда вставляем глаза потом. Так вот аккуратненько вставляем туда, делаем верхнее, нижнее веко, поменьше, верхнее побольше. Все это, конечно, разглаживаем. Я вот добавил немножко кое-где куда-то, добавил немного пластилина. В последнюю очередь уши делаем. Вот я с правой стороны сделал поменьше, ну то есть точнее не детализировал, потому что там я потом уже понял, у меня там будут волосы падать. Решил так. И просто его обозначил. Левое ухо уже прорезаем нормально. В общем, вот такая у нас получилась симпатичная мордочка. Нижнюю часть я сначала стал делать, потом думаю, у меня что маска будет. Я забыл, что маска, забил на это дело. И закрываем, собственно, ее маской. Я сначала забыл про маску, потом я думаю, ну пускай лучше будет с маской, потому что она у нас будет такая необычная, чтобы более узнаваемая, пусть будет у нее масочка. Так, возвращаемся к нашей лепке. Я сделал каркас из проволоки, конечно, налепил на него корпус, грудную клетку по форме, спину, там лопатки обозначил, вот. Часть живота, пресс, маленько прорисовал у нее, часть вот ребра, где заканчивается грудная клетка. Сейчас вот мы грудь делаем. Сначала грудную клетку, просто мышцы груди, потом и сверху еще ее добавляем. Вот. Поясницу, мышцы как зада, это самое. Ягодичные мышцы. Немножко у нас она выходит немного часть. На самом деле можно было вообще этого всего не лепить.
Можно было просто сделать форму, но я что-то увлекся. И опять-таки, я повторяюсь, я не знал, как она у меня будет выглядеть конкретно в одежде. Поэтому я стал все лепить, увлекся. Потом думаю, что же я делаю? Это же на сегодня видно будет. Но с другой стороны, я так прикинул. Давно я не лепил очень, не знаю, несколько лет, может лет 15, может 10. Я думаю, пускай я сейчас вспомню все это дело заодно. Там посмотрю, может по факту одежда где-то будет выходить чуть-чуть. Она будет более правдоподобно смотреться, чем я потом буду добавлять там какие-то там рельеф тела там из-под одежды, стараться прорисовывать, чтобы она уже была у меня зафиксирована. И, в общем, стал все лепить практически. Почему именно Китана? Да потому что она больше мне нравится из всех бойцов. Девчонок, короче, бойцов-девчонок, да. Во-первых, она одна из самых сильных бойцов. Во-вторых, была практически во всех, может быть, там, кроме парочки каких-то частей игры. И, конечно, в фильме. Тоже во всех фильмах она была, начиная с первой части. Основной герой, в общем, МК. Потом она самый узнаваемый боец-девушка со своими крутыми веерами, очень таким необычным оружием, на которые, кстати, я потратил чуть ли не половину времени на эти веера от всего этого процесса, но это того стоило. В-третьих, она добряк, добрая, то есть на стороне добра, на стороне людей, в отличие от тех остальных, но кроме Сони, там Сони, она полицейский тоже как бы добрый герой, положительный, как бы так можно сказать. Ну и в-четвертых, она просто самая симпатичная, по-моему, из всех этих. Дальше закрепляем голову, устанавливаем. Добавляем грудь, объем необходимый нам. Сразу шея. Вот шея, на шее я маленько остановился, там чуть-чуть ее не доработал. Уже потом я понял, у нее будет маска, и такой, как от маски спускается ворот такой вниз, как его назвать лучше. Поэтому я на шею там не стал сильно там заморачиваться. Немножко у меня там не получалось, там кое-где надо было добавлять. Я на этом этапе остановился и делал просто такой ворот с кантиком, канты под воротом и на самой маске. Добавляем узорчик небольшой, я подумал, пускай будет такой типа бриллиантика, что ли, или не знаю, посерединке такая штучка красивая. Все по ходу придумывал, там костюмчик сначала сделал попроще, хотел сделать, но потом решил немножко усложнить, прорисовать. Вот такие у меня получились элементы одежды. Сейчас мы будем добавлять, то есть я их сначала сделал заранее, теперь все их наклеиваем аккуратненько. Делаем такие ремни, которые держат нашу, как блузка она или как называется, я точно не могу сказать. Такие ремешки, они у нас будут черного цвета, расходиться в стороны, по два в каждую. Срезаем ненужные части, их можно также использовать, перекинуть на следующую сторону. Теперь на это крепление мы вешаем нашу одежду, лоскуты нашей как бы ткани такой, как кожа такая будет, что ли, не знаю, как она у меня там выглядит. С каждой стороны, соответственно, ее аккуратненько приклеиваем, особо не разглаживая сильно, так по форме тела. Добавила сверху заклепочки. Сзади вот я сделал вот такой вот, как решил, пусть у меня будет такой типа щита, что ли, не знаю, такой как из какого-то дерева, может быть. По факту у меня дерево, да, оно получилось как дерево такое. И пояс будет примерно такого же плана. Такие как пластиночки такие, да, у нас вышли. Добавляем ей трусы, лямки спереди, тоненькие, все это замазываем аккуратно.
Далее вот у нас такой пояс по аналогии с этим вот щитом защитным на спине. Просто кусок пластики, мы просто прорезаем его примерно до середины, и получается он такой вот, как каждую прорезаем, как бы, и получается он таким у нас ребристым, как бы, как будто состоит из таких частей, полосочек. Делаем посередине, утапливаем его, он у нас за счет этого маленько изгибается, придает очень такую нужную нам форму, интересную. Здесь будет у нас пояс располагаться. Пояс просто лямочку, полосочку скручиваем. Ну, таким образом, в общем, скручиваем, чтобы она была неровная, а такая у нас маленько как такой, как кушак, пояс. Небрежно свернутый такой. И спереди его закручиваем, ну, в бант какой-то, не знаю, не в бант, а в бант. В этот, ну, просто завязываем, в общем. Далее, теперь мы приступаем к волосам. Одежда, в общем-то, готова у нас на части. Руки пока я не буду делать. Сейчас я сначала сделаю это, потом мы все запечем, потом приступим к рукам. Волосы тоже как-то я опять-таки не знал, как их расположить, как сделать вообще. Ну, вот так частями стал налепливать, лепить кусочками. Вот такой вот, в общем, причесон такой у него будет. Волосы падают направо, и так у нас там вот ухо было, и некоторые части я не сделал, соответственно, с той стороны, потому что они не нужны были, они закрывались. И их челку закидываем на правую сторону, слева разглаживаем, и все это дело мы потом прорисовываем. Такие полосочки, как углубление делаем, да, то есть более детально так волосы, как бы рельеф прорисуем, где надо замазываем сильно, где выпирает у нас эти части. Вот так у нас вот выходит у нас она, да. Руки, дальше делаем руки. Руки, значит, смотрите, кто не в курсе, лучше сначала тонким слоем замазать эти вот основу нашу, да, чтобы потом было проще ложить более толстые слои. То есть не сразу кусок шмат на эту тоненькую проволоку, которая, кстати, должна быть еще у меня, по крайней мере, немножко такая обернута сверху еще одним витком проволока, сама еще одним витком проволоки, чтобы не болталось на ней кусок пластилина. И сначала тоненьким слоем замазываем, потом сверху кладем все больше и больше слои. Дальше здесь я делаю мышцы бицепса, трицепса, плечевые мышцы. Все это разглаживаем с краев. Получается нужный рельеф. Можно сразу же слой положить и уже там как-то делать рельеф. Но я вот такую технику использую. Просто как мышцы, как они есть, так и их накладываю кусками. То есть это тоже нужно знать примерно расположение, анатомию мышц. Как они в какой части тела. Здесь у нее рука маленько повернута, соответственно, бицепс как-то более выраженно развернут. Нижняя часть у нее получается, не нижняя часть, а правая рука, она немного за спину уходит. То есть тут она уже более развернута, бицепс у нее уже не такой выпуклый, более растянутый. Вот мышцы, сейчас делаем мышцы плеча, трехглавые вот это вот у нас. Мышцу плеча, дельту. Ну и также наносим все это, все остальное. Вот у меня еще правая рука не доделана маленько. Так, теперь приступаем мы к этим веерам злосчастным. На самом деле это второй вариант. Первый вариант я хотел вам показать, но потом решил не буду скидывать. Неправильный, как я стал делать. Я просто сделал веер, его засушил, а потом понял, что а как мне держаться-то он будет на ней, на руке, в руке, говорю, в руке, как она его держать будет. И решил сделать вот таким образом, установил проволоку вот в нижней части, сделал разрез для руки. Дальше вот мы делаем вот такие вот полосочки. Это у нас будут как вот эти вот, как основа сама для веера, да, вот сюда вот ее устанавливаем немного под углом. Ну, сколько у нас получается их? Раз, два, три, четыре, пять штук, да, у нас. Вот немножко ее сгибаем, чтобы красиво было. Вот.
таким образом каждую штучку сначала делаем просто полосочки, потом на них сверху устанавливаем уже сами острие. Когда уже каждую сделаем, вот так вот. Вот таким образом, видите? Пока у нас до самого веера, до границы. Дальше на них сверху еще наклеиваем. Так просто удобнее будет частями делать. Наклеиваем сами. Тут я делаю грань, где они присоединяются к ручке. Вот эта ручка у нас будет. Такие вот два веера у нас вышли, да? С каждой стороны, соответственно, их делаем. Так, дальше у нас, вот смотрите, таким образом я сделал руки. То есть я наложил накладки на защитные металлические, у нас будут на плечах, и на руках будут, соответственно, вот это вот опять-таки продолжение вот этого вот материала у нее кожаный. Сверху налеплены такие узорчатые, как защитные деревянные, на руках ближе к локтю и на предплечье защита. Тоже все это по ходу примерно прикидывал. Это вот такие вот у меня веера получились, кстати. Видите, с двух сторон. Вот я сверху наложил, видите, такие острие лезвия. Маленько зазубрил их. Получились вот такие два веера. Ну, теперь мы раскрашиваем. В общем-то, теперь я уже, в отличие от того, как я изначально не знал, как все будет располагаться, раскрас я примерно представлял себе, какой будет у нее. Под цвет кожи, соответственно, слоями наносим. Сначала я крашу, просто все закрашиваю, как будет у нас располагаться цвет, делаем первый слой. Дальше уже второй и более детально уже потом я прокрашиваю каждую часть. Где-то тени, где-то блики наносим уже в конце, в самом конце. Пока все просто прокрасим. Веер у нас синего цвета, конечно. Ну, собственно, с веером там все понятно было. Я только что думал, может быть, узор сделать у него такой черненький, как бы на этой ткани, как бы на синий, черный еще. Но потом не стал. Сделал просто обычно, думаю, может быть, перебор будет. Просто рельефчик сделал, у него там светотень такой. Тень, точнее. Тень. Синий цвет, конечно же, синий цвет, это понятно у нас. Правда, я такой сделал потемнее синим. Это вот сейчас светлый, я еще слой наношу. Будет потемнее. Вот такой будет он, темно-синий. Потом блики добавим, будет нормально все смотреться. Разбавим все это дело темное. Теперь волосы. Волосы черные у нас, конечно. У нас она была брюнетка. Такая, получается, китаянка наполовину, да, она у нас. По фильму, по игре, она у нас приемная дочь Шаукана. Шаукан у нас такой злой дядька бог, император. Она была добрая. Вот у нее черные волосы. Вообще можно даже китаянка в последней части МК у нас 11-я, да. Там она китаянка сделана. Кстати, первый раз, по-моему, сделали ее китайским бойцом. До этого она была такая, как бы, обычная. Да, по ходу всего этого дела я решил, что она будет у нас Revenant, то есть привидение. Там по хронологии ее там в одной из битв ее убили, еще там кого, бла-бла-бла. В общем, ее воскресили. Она была убита и воскрешена колдуном. И, соответственно, облик у нее такой немножко поменялся. Из-за этого там ничего хорошего, конечно, от этого нету, когда тебя убивают, а потом воскрешает. Немножко ты меняешься, в общем, да. У нее у нас белые глаза. Обычно она изображается с такими белыми светящимися глазами. Уже в другом прикиде. Более такая мощная. Как раз в тему будет, я считаю, деревяшечки вот эти всякие. Такое мускулистое, сильное тело. Будет самое то смотреться, как раз прям такой мощный, как призрак. Глаза белым сделаны, немножко тени сделаю, там подведу там их. Брови, кстати, забыл нарисовать брови сейчас, потом сделаем брови. А сами зрачки у нас будут, без зрачков, точнее, будут глаза, без зрачков, просто белые. Вообще я хотел сделать как свет вокруг, но мне показалось, это будет не будет смотреться, в общем, это непонятно будет. Просто оставим их белыми, как бы. Так что вот так вот, я так решил, да. А потом, может быть, можно сделать будет обычную в каком-то другом исполнении китану. Так, дальше мы закрашиваем все, делаем тени, где нужно, добавляем блик, вот этот металл.
затемняем, и получается у нас, да, пояс, кстати, пояс, тоже пояс таким песочный будет у нас, такой серенький цвет, тоже там с различными переходами. Ну, я думаю, по гамме как раз он нормально вообще в тему будет. Такой как канат, типа, ну блин, можно было, кстати, канат сделать. Такой, типа канатного, что-то такое, кушак такой. Ну да ладно, так тоже неплохо смотрится. Ремешки, да, забыл ремешки. Тут у нее будет как поддержка этих вот накладочек. Различные дополнительные штучки я решил сделать. Закрашиваем, и в общем у нас вот такая она получается. Еще пока это еще без детализации, это вот у нас просто она прокрашена еще в цвет, просто в цвет основной. Дальше вот у нас она такая будет. Дальше просто детализирую уже по мелочам везде, там добавляем где-то посветлее, где-то потемнее, что-то изменю, сделаю это белое пятно у нее на ремешках, сделаю там узорчик, может дракона какого-то маленького. Кстати, вот я веера запаял, видите? Вот эта металлическая проволока, которая присоединялась у них, вот с каждой стороны, я ее запаял. Можно сделать проволокой, но я решил запаять, это будет надежно, они довольно тяжелые. Теперь осталось только их слепить руку на этом месте, налепить, сделать руку. Это вообще самое, это несложно, быстро у меня времени немного ушло. Ну вот, друзья, что мы имеем в итоге, что у нас вышло. Здесь, видите, я доделал тени в доспехах в этой части. Тут под дерево все это постарался сделать, по крайней мере, как получилось. Это у нас вот такие вот веера симпатичные, рука здесь долепил. Ну и всякие детальки. Вот тут вот острая это металлическая у нас набалдашник такой, основа. Здесь я прорисовал, так сейчас я покажу, если видно. Немножко так нарисовал тут что-то вроде дракона такого, как получилось. Ну, не детализировал, особо не вникал его, немножко выделил пресс. Так, здесь у нас тоже вот эту детальку дорисовал. Ремешки посветлее сделал, видите, посветлее сделал этот накидку у нее, вот эту одежду. По повязку этот, как она называется, это у нас получается балаклава, да, такая, что-то вроде как. Пояс немножко так загрязнил его, таким сделал потемнее, помрачнее. Ну и бликов добавил. Рука, вот, кстати, здесь рука у веера второго, да, вот такая вот у нас. Изобразил ее, сделал браслетик ей такой металлический. Глаза подправил, тени, вот видите, сделал. Белым оставил сам глаз. И, оп, не видно, затемнил ей. Брови сделал также. Волосы, бликов нанес. Вот такая вот у нас получилась она. Как смог, довольно симпатично, мне кажется. Кстати, вот у нас такие веера, которые я хотел сделать. Первый вариант. Здесь у нас вот эта часть. Вот я их сначала такими сделал, без металла. Потом думаю, как их крепить-то? Как сюда закрепить на руку-то? Что, я не догадался. Ну вот думаю, блин, все придется переделывать. Здесь пытался вырезать, сюда что-то наклеить, но не то. Вот хотел, думал, основу какой-то каркас сделать. Так, стоим. Кстати, подставочку еще надо бы, наверное, какую-то, не знаю, что я подставку не сделал. Ну вот, а потом думаю, надо же просто металлическую сюда вставить, да, вот здесь вот у нас металлическая идет. Это самая рама, как основа, каркас, и просто наклеить, и все, и вырезать, потом уже вырезать здесь отверстие. Так, в общем, я и сделал их. Как я и говорил, с веерами я маленько повозился. Вот. Так что вот так вот у нас, да. Так у нас вот так вот она стоит, видите. И закрывает часть лица так веером. Фух. Так круто, типа, да. Угу.
все. На этом наша фигурка готова. Подписывайтесь. Всем пока.